Кто там ходит? Видишь, я детективлю тут. Не мешай мне детективить. Родственник обратился в офис шерифа после того, как обнаружил фермерский дом пустым, а вещи семьи нетронутыми. Ты знаешь, что должно быть сделано? Не надо за мной ходить. Иногда мне кажется, что это сам дом наблюдает и ждет, когда мы развалимся. А? Всем приветики, друзья! Мы с вами давненько не виделись, аж целый месяц с хвостиком. Хотя по моим личным ощущениям прошло как минимум пару месяцев, но это почему-то вот у меня такой баг в голове произошел. Сегодня будем исправлять эту несправедливость и предлагаю пройти инди-хоррор под названием The Wellman's Case. Переводится как «Дело Велмонта» или «Дело Велмонтов». В зависимости от того, говорим мы о человеке или о каком-то месте. Я не знаю об игрушке никаких спойлеров, я знаю только одно, что она была в моем желаемом Steam, то есть чем-то она меня зацепила. И она вышла где-то примерно месяц назад или около того. Но перед тем, как мы начнем, хочу поблагодарить Марину за материальную поддержку канала. Поддержка была еще месяц назад, но благодарю я за нее только сейчас, потому что я вот решила, что буду благодарить на видео, а не в Телеграме. Поэтому, Марина, спасибо огромное за поддержку, мне очень-очень приятно, передаю тебе большущий привет. Итак, это игра The Wellman's Case, приятного просмотра и поехали. Загрузка с треугольником какая-то. У меня такое ощущение, что я отвыкла от инди-хорроров. 20 октября 93-го, Северный Мэн. Семья Уэлмонтов Генри, Эбигейл и их 10-летний сын Итан исчезли с фермы бесследно. Речь все-таки о семье, а не о месте каком-то. После нескольких месяцев расследования дело было официально закрыто как глухарь. А можно так называть? Более 10 лет брат Генри отказывается принимать молчание. Он нанял частного детектива Фрэнка Холлиса, чтобы выяснить правду. То есть я Фрэнк? Люди теряются по разным причинам, но редко случается так, что бесследно исчезает целая семья. Читая досье, я предчувствовал, что в этом случае все будет по-другому. А чё ты остановился? То есть мы за детективчика играем. А, да управлять? Ну ладно. Геймплей пошел, понимаешь, с самой заставки. Заставка настолько вписалась в геймплей, что стало непонятно, что делать. Понимаешь, замес, дело какой-то семьи, как мы узнали. Я думала, дело, возможно, Велмонтс, не Велмонтов, а именно, я имела в виду дело Велмонта. Возможно, Велмонт это местность какая-то. Но нет, это семья, которая 10 лет назад пропала. Вроде бы как, игрушка обещает быть интересной. То есть по каким-то причинам я же ее ложила себе в желаемое Стима. Черт, я детективу машину разбила. Хз, что делать с этим? Короче, какой-то лесок. Мне уже все нравится. Замес, в принципе, классный. И опять мы резко переходим в заставку. Ферма семьи Уэлмонт. Ферма — это вообще тема. Они ушли. Или так они говорят. Они ушли, скорее всего, Ган исчезли. Я думаю, что перевод немножко косой, мы, если что, будем его поправлять. На всякий случай я управляла сейчас машиной. Я не знаю, надо было это или нет. Не, ну зацени. Немножко сейчас я сенс сделаю поменьше. Наконец-то хоррор не в каком-то типичном доме, поэтому я такие случаи, видимо, вычисляю и сразу же себе хэп в желаемое Стима и все. В желаемое кладу. Здесь действительно очень темно. Посмотрим, смогу ли я включить свет. Давай посмотрим. Это что, вот генчик, можно Power нажать? Ну? А, да? Так просто? То есть разработчик такой, типа, иди, типа, вот просто вперед, и все будет окей. Черт, мне все нравится. Заброшенная ферма. А по порядку какое-то задание будет? Если будет задание, я смещу вебку вниз. Пока что не буду этого делать. Да? Нужно найти что-то, чтобы открыть его.
Ну, если ключа здесь не спрятано, то предлагаю какой-нибудь ломик найти. Нужно знать логику инди-хорроров. Картошки, какие-то помидоры. В смысле, люди 10 лет назад пропали, а там все перцы, ну, такие лежат. Это какие эти, под пестицидами выращенные, что ли? Знаешь, такой урожай, который хранится 10 лет. Это вот, похоже, он. Древний урожай десятилетний. Выглядит как новый, покупая новые фермерские продукты. Вот почему нет доверия фермерским магазинам, понимаешь? Так, трактор какой-то. На полке только кисточки. Так, сейчас я вникну в этот хоррор, пытаюсь разобраться. Пока что ничего не понимаю. У меня вообще, повторюсь, ощущение, то, что я выпала из игровой вот этой темы и ничего не понимаю, что тут происходит. О, статуэтка, коллекционный предмет. Зачем? Типа для ачивки? А мне не надо ачивки, я вообще не занимаюсь вот этим. Ну-ка, подожди, F, L. Фонарик, видимо, если нам дадут, то позже. Я не знаю, что за странный генератор, я таких никогда не видела. Он похож на какую-то турбину. Ну, которая точно не на ферме используется. Это, возможно, это башня для зерна или для воды. Но я не шарю. Но я играла в серию игр Far Cry. И там что-то типа такого есть. Нам предлагают что-то найти. Как открыть дверь? А, слушай, может нам в ту сторону сходить? Домик не такой большой, двухэтажный. А, или даже чердачок есть. Ну, ладно, может и большой. Сюда. А, так а может мы можем зайти просто с другого входа? Можем же? Давай в окно сиганем. Мы, короче, ничего не можем. А вот в доме все выглядит так, как будто тут была какая-то драка. Или сюда залезли местные бомжи и наркоманы и учинили какие-то беспорядки. Капец. Я надеюсь, здесь скримеров нет. Я не знаю, как я отреагирую. Страшно, очень страшно, понимаешь? Так, это земля. Капец, ну может пугало потрогать, может тут какое-то взаимодействие будет. А вдруг пугало держит ключ? Вдруг это нестандартная логика должна тут быть? Ключ в ведре. Нифига. Хоррор где-то на часок, как я понимаю. Ну, типа стандартная длительность. Но вот место очень необычное. Поэтому я сразу сказала, блин, берем, проходим Wellman's Case 100%. Даже если тут предсказуемый сюжет, мы все равно в него играем. Так, а что-то два взаимодействия. Смотри, сверху замочек и снизу кружочек. Возможно, с кружочком взаимодействие идет тогда, когда мы найдем ключ, камень, ломик, что-нибудь такое. Просто сбить замок может. Ну, вообще, смотри, давай посмотрим. По логике вещей кажется, что какая-то вещь для открытия дома должна быть именно здесь, потому что здесь какое-то подобие мастерской. Возможно, мы не все осмотрели. То есть, если ты видишь какое-то место с инструментами, ну тупо идешь туда. А, еще открыть можно. Че ж вы молчали-то? А, и снизу можно открыть. Что ж такое? А если здесь ничего нет? А сесть? Так, сесть могу. Не вижу примерно нифига. Примерно нифига. Не, я вот обтыкиваю сейчас, а смысла нет. Зачем тогда открытие добавили этой всей темы? Лаки, краски, какой-то станочек для шлифовки. Наверное, здесь. Ну, конечно. Отмычка, конечно.
Я, короче, как обычно, следуя своей обычной логике, смотрю такая, ну, вот на уровне моего роста открываются верхние ящики, значит, я их открою, причем открою не все, открою только наполовину, посмотрю в 2 ящика и уйду. Я всегда так делаю, я не знаю почему. Я не специально, я всегда так делаю. Я вот что-то быстренько посмотрю, если решение не нашлось, я ухожу и иду в другое место. Какая-то у меня логика такая вот. Ну-ка. А, анимации никакой нет. Здрасте. Я тебе сейчас скажу, знаешь что? Это дом. Хотя нет, подожди. Короче, часть этого дома мне напоминает, сейчас скажу, какую игру. Блин, как же она называется? Вот сейчас, когда я зашла, вот эта вот лестница на 2-й этаж, и вот эта вот зона напоминает игру от русского разработчика, он мне еще ключ присылал. Короче, я потом найду эту игру, сейчас ссылка на нее появится вверху экрана. Кстати, неплохой хоррор от русского разработчика, советую посмотреть, если не видел или не видела. Немножко вот это мне все напоминает. То есть, возможно, взят дом, точнее его строение, или строение части дома. Ну, по-моему, там такой комнаты не было. Ага. А, я типа как детектив, я делаю фоточки. Фоточки, хорошо. Зачем ты закрыл? Может, нам надо вообще все обшаривать? С ящиками в сарае было взаимодействие на мышку. Надо было крутить вот, ну, вот так вот как бы. Вот так вот открывать. А сейчас нужно просто тыкать. Опа, паранормальщина пошла. Короче, Велмонты, да, их 3. Значит, семья с ребенком. А, так а я могу шифтовать. Дай нам знак. Будет это какое-то паранормальное тут? Или тут все как-то по-другому? Закрыто. Что вы тут все закрыли? Я не знаю, зачем я шарю, может, я что-нибудь найду. Так, я вебку не смещаю, потому что никакое задание там не пишется. Так, лапс. Лапс, ключ, ключ, ключ. Не написано от чего. У нас, в общем, слева внизу экрана появляются какие-то подсказочки. А, это шум от вентилятора. Обожаю, когда они в хоррорах вот этих мотыльков пускают. Не знаю, это атмосферно выглядит. Мотыльки, деревенский домик. Мне нравится. Масло. То есть ничего нет, только масло оливковое дорогущее. Кто там ходит? Видишь, я детективлю тут. Не мешай мне детективить. Я хочу все осмотреть. Может, там еще что-нибудь будет. Какая-нибудь фотка там. Ложка там, ключик. А может быть такое, то, что я бесполезно все это делаю, а ключик у нас только один. Типа мы проходим в следующую область и все. Рукописная записка. Итан, я знаю, что в школе тебе сейчас тяжело. Дети могут быть жестокими, но мы справимся с этим. Ужин в холодильнике. С любовью, мама. Дети могут быть жестокими, но мы справимся с этим. А что такое с ним? Какая-то травля в школе, только почему? Открыли... Это сейчас было как? Мы открыли эту дверь, получается? Узнайте о семье. Это я на тап нажимаю. Обыщите дом в поисках личных фотографий. Задокументируйте все, что может рассказать больше о тех, кто здесь жил. Family House, Greenhouse, Barn. Ну, короче, Барн — это амбар, это где мы с тобой брали отмычки. Greenhouse — это теплица, что очевидно. Family House — это место, где мы сейчас находимся. Так, увеличения нет. Обыщите дом в поисках фотографий. Почему он именно фотографии хочет искать? Типа, логично детективу было бы не фотки искать, а как-то улики какие-то. Может быть, пятна, следы. Надо было с собой чемоданчик взять какой-нибудь с полезными вещичками.
что-то где-то упало, но я не поняла, где. А, может, тут что-нибудь откроем? Ну, реально, меня не покидает надежда, что здесь есть какой-нибудь предмет интересный. Капец. Вот эта ламповая тема мне нравится. Такой заброшенный дом и такой вот вентилятор. Ты тоже это видишь? Что за... Итан, мы помним все. Это что за такие вайбы этого Silent Hill The Room? А? Так, в туалет сейчас зайдем. Короче, появилась какая-то кровь, мы помним все. Итан. Итан, это чье имя? Это имя кого-то из семьи или наше? Как нас-то зовут? Детектив какой-то там Коллинз или как еще? Короче, игра мне не дала запомнить имена главных героев, а как бы уже непонятно, кому эти угрозы-то. Ванна спустить. А если я спущу, там будет какой-то предмет? Мне нравится атмосфера. Я сейчас действительно чувствую себя так полунапряженно. Обстановка вся вот эта вот деревенского домика очень понравилась. А, открылась комната, но она сама открылась. Кабинет, совмещенный с детской, или это детская? Так, рисунок. То ли в доме какой-то человек обведен, то ли в теплице, не могу понять. О, кстати, увидела плакат про пришельцев и вспомнила. Блин, я жду уже 2 года, прикинь, несколько игр про инопланетян. И они никак не выйдут. Вот они просто берут с 24 года, они переносятся на 2025 год, с 25 года они переносятся на 2026 год и так далее и тому подобное. У меня в желаемом Стима как минимум 3 игры про вот этих вот инопришеленцев. Это классная, необычная тема для хоррора. Я их очень жду, а они вообще просто не выходят напрочь. Таблетосы. Ну, прокомментирую как-нибудь. Пока что мы знаем, что... Подожди, Итан... Стоп. Итан, мы помним все. Стоп, у меня сейчас мозговой процесс происходит. Записка. Итан, я знаю, что в школе тебе сейчас тяжело. Все. Короче, Итан это мальчик, это сын. Соответственно, сыну кто-то написал угрозы на входной двери. Медицинский рецепт, график приема лекарств Итана. Эпропиразин 2 раза в день для снижения галлюцинации и тревожности. Аэлимемионин 1 раз утром для уменьшения мышечных спазмов. Эрифтазин 3 раза в день для стабилизации нервной системы. Эквилибриан 2 раза в день для поддержания эмоционального баланса. Монопердол 1 раз в день при приступе паранойи. Понял? Если у тебя паранойя, то пердол принимай, с пердолом нормально все будет. Аторфеназин 2 раза в день для контроля двигательных нарушений. Принимать с пищей и не пропускать приемы. Мышечные спазмы, галлюцинации, тревожность, стабилизация нервной системы, поддержание эмоционального баланса, паранойя, двигательные нарушения. Я вот пытаюсь понять, это лечим что-то врожденное или скорее приобретенное вследствие каких-то травмирующих событий? Вот пока что непонятно. Инвалидная коляска? Ну, это было неожиданно. То есть у них просто был особенный ребенок. Более болеющий, чем остальные. Но пропали-то почему? Ребенок на инвалидной коляске, мама как бы дьявол с рожками, и у папы зачеркнуто лицо. Так ведь? Так, Миха, этого Миху мы где-то видели в какой-то игре. Ну, допустим. Мальчик у нас просто с медицинскими проблемами. И что? Дети разные бывают. Дети бывают особенные.
Итан, мы помним все. Что такое, вообще непонятно. Они мне, по сути, сейчас должны открыть какую-то дверь еще, да? Можно сбегать сюда еще раз. Погоди, а может мне вообще выйти надо из дома? Вроде как мы все осмотрели. Подожди, тап. Появилось имя, написанное кровью. Итан. Узнайте, кто он и что с ним произошло. Ну, в смысле, кто он? Он, это сын. Мы же это уже выяснили. Целые 2 подсказки у нас были. То есть прием препаратов Итана, и Итан в школе может быть тяжело. Может быть, мы с тобой что-то пропустили. Ага, опять открытие дверей. Открытие дверей, но взаимодействия нет. Непон. Ну, вроде ничего особенного больше. А, хотя, погодь. А, я думал, это фотка, это картина. На столе тоже ничего такого он не берет. Может быть, что-то еще в его комнате. Типа, вот эта картинку он не хочет фотать. А, точно. Точно. Вот открытки к 8 марта. Ласточки и розы. Нет, ничего нету. Так дайте фонарик у меня. Вот смотри, у меня сейчас тупо черный экран. Как бы и усё. Вот здесь нет. Доски мне мешают, ничего сделать не могу. Это мы прочитали. Узнайте, кто он и что с ним произошло. Так вот, мы этим и занимаемся же. А, возможно, пропустили что-то еще вот тут вот. Да! Это что? Фига меня глюкнуло. Подожди, F, L. Я не могу включать фонарь? Или он уже включен? Типа, повернись, там какая-то рука. Рукописная записка. Мама всегда в оранжерее. Она разговаривает с цветами больше, чем со мной. Она говорит, что они могут помочь мне больше, чем я думаю. Я не понимаю. Возможно, она вычитала какой-то рецепт для улучшения здоровья при помощи трав. Как еще это понимать? Мне это не нравится. У меня тоже мурашки пошли. У нас еще вот эта дверь не открыта. Подожди, FL. Настройки. Я просто не знаю, как еще можно включить фонарик. Камера, меню. Бег. Бег, спорт. Почему спорт? А, ну мы не можем даже фонарь включить. Прикинь. Я бегу. Вот давай я бегу задом. Нам постучали в дверь. Я бегу задом к двери. Не, фиг там. А, может мы выйдем из хаты сейчас вот так вот. Вот здесь. Да-да-да. Я все думала, стул какой-нибудь добрый человек передвинет. Передвинули все-таки. Лампово, атмосферненько. Судя по записке, нам нужно идти в гринхаус и узнать, что там задумала мама. Ну, возможно, это один из тех случаев, когда как бы родители ведутся на какие-то уже паранормальные способы для лечения детей, когда ничего не помогает. Ну, такое может быть. Канна. Тропическое растение с крупными зелеными листьями и ярко-красными цветами. Выращивается ради декоративности. А, ну круто. Базилик — ароматная трава с гладкими овальными листьями и часто используется в кулинарии.
Стоп, очень много взаимодействий. О, чересчур много взаимодействий. Вот эти вот перцы болгарские, фермерские, короче, их нельзя покупать. Видишь, они 10 лет хранятся. Жуть. Может, мы найдем какой-то рецепт? Потому что взаимодействие здесь есть со всеми цветами. Рукописная записка, специфические символы. Символ на дне горшка указан. Буква К, буква Ж, кружок с точкой и подкова. Буква К, буква Ж. Ага, ну спасибо. Мне теперь надо брать, значит, листочек и записки писать. Это же буква К. Короче, 5. А что мы открывать будем? А, вот это. Все, поняли. Буква К. Это точно она? Очень приятные такие мягкие взаимодействия. Ж, титька и этот. Подкова. Ж, титька и подкова. Ничего нету. Ничего нет. А, вот это хотя бы не считается за взаимодействие. Ж. Подкова. Подкова последняя, это 2. Подкова последняя 2. Роза. Цветущий кустарник. О, пунция. Обожаю пунцию. Кактус с плоскими округлыми сегментами, покрытые мелкими колючками, приспособлен к засушливому климату. А пунция, как по мне, она очень смешно растет такими как бы ушками Микки Мауса. Вообще прикольное растение, мне нравится. Но у меня его нет. У меня его нет. Мне некогда заниматься этими вопросами. У меня вот свои там есть растюшки, и все, мне хватит. Одуванчик, выносливая цветущая. Это у нас буква Ж, 8. Получается 5, 8. Что-то там 2. А, у нас осталась титька. Сейчас титьку найдем быстренько. Что-то мне подсказывает, что она тут. Она, наверное, где-то тут. Пустой горшок глиняный. Так, базилик. Базилик обломус. Пустой горшок. Ну, если бы я была разработчиком, я бы спрятала где-нибудь вот здесь. Пустой горшок. Нет. Петуния. Петуния, кстати, мне не нравится. Алоэ вера, суккулент в косметике используется. Опунция, классные ушки Микки Мауса. Подсолнух, титька 4. 5, 8, 4, 2. 5, 8, 4, 2. Идем пробуем. Вот такие загадки нормальные. А чё нет? 5, 8, 4, 2. Вообще, все так хорошо взаимодействует. Все так хорошо прям решается. Ключ. Вот, понимаешь, это просто ключ. Что открывает этот ключ? Ну, я не знаю. Ну, единственное у меня предположение, что комнату в доме какую-нибудь, например, там проход в подвал или проход в чердак. А, тут же эту цепочку повесили. Фиг пройдешь, замуровали, в смысле? А, смотри-ка. Ну там в подвал 100% надо идти. О, это была всего лишь лампа. Вот, я сейчас вообще ничего не могла ожидать. Фу, блин, жесть. Сюда? Да, ключ только что открыл вот эту дверь, но при этом как бы никакого этого уведомления об этом нет. Новая цель на тап. Вы открыли подвал. Спуститесь вниз и осмотритесь. Возможно, внизу скрываются ответы. Возможно, внизу скрываются ответы. Фазмофобский Мишка бедный. Бедный Мишка вот этот. Использованный во всех инди-хоррорах. Тук-тук. А возможно, они 10 лет сидят в подвале? Хотя, что им там делать? А свет можно выключить? Мне типа фонарь-то не нужен сейчас. Ку-ку. Тут что-то сидели, чай пили. Тараканы завелись, фу. Ну-ка. Ключ. Типа есть ключ, а там сам догадайся, что делать надо. Статуэтка.
Коллекционный предмет. Тьфу. Пианино. Послушай это. А, может тут диалог какой-то записан? Новая цель открыть. Значок розетки, вилки. Граммофон не будет работать без кабеля питания. Поищите его в подвале. Ну интересно, где его тут в подвале-то найдешь? Граммофон не будет работать без кабеля питания. А, может мне открыли комнату? 100% мне должны открыть, да, вот это вот. Кабель питания. Вот тут? Ломик, кстати. На случай, если нужно выломать дверь, ломик тут есть. Я запомнила. Во! Тут должно быть окно. Вот через это окно мы смотрели и увидели вот эту детскую кроватку. Прикольно. Так, послушай это. Слушаю. Hello? Алло? You sound funny. Ты странно звучишь. What's your name? Как тебя зовут? My name's Ethan. Меня зовут Итан. You wanna play? Ты хочешь поиграть? Да. Where are you hiding? Ну где ты прячешься? Это что-то явно паранормальное. Who's there? Кто там? Я не двигаюсь. Я готова к скримеру, наверное, но это не точно. Это не точно, эта игра меня уже напугала один раз. Что за черт? Мне как выходить? Я видела чей-то силуэт. Пытаюсь проанализировать, кого я только что видела. Офицер какой-то там... Вы не дали мне прочитать. Такой-то звонит такому-то. Вызывает такого-то. Как мы оказались здесь? Пропала семья Велмонтов. Собственность, значит, семьи. Эбигейл, Генри, Итан. В последний раз видели Эбигейл в магазине, Генри видели на работе, а Итана в церкви. Подожди, но, судя по всему, Генри, он священник, что ли? У него такая одежда специфическая с этим вот, с этой штучкой. Это фотки оранжереи, ветряной мельницы. Фотки, которые мы сделали, получается. Инвалидная коляска, пианино. Слушай, а может еще что-нибудь интересное тут есть? А, ну какие-то просто преступники другие уже. Что-то не пон. Ну-ка. Смотри, смотри, смотри. Появляется кружочек. А что делать предлагается? А, кофейца попить, чтобы это, мозг прояснился. Ой, ногу отсидела. Ну, кофейца надо бахнуть, да, на работе уснул, видел всякие страшилки. А? Кто здесь? Пропала семья Велмонтов. Ну, так мы уже прочитали.
Интересно, Генри реально священник или нет? На работе в церкви. Короче, Итан был у бати на работе, и все. И все, и куку. Огнетушитель открыть? Только зачем? Газета. Понедельник, 7 октября 1963 года. Portland Daily News. Семья исчезла на северной ферме. Полиция сообщает о пропаже семьи Лоуден, исчезнувшей 2 октября 1963 года. Среди пропавших Роберт Лоуден, 42, его жена Маргарет Лоуден, 39, и их сын Томас Лоуден, 8. Ничего не поняла. Другая семья с таким же составом и примерно таким же возрастом? Родственник обратился в офис шерифа после того, как обнаружил фермерский дом пустым, а вещи семьи нетронутыми. Полиция нашла дом незапертым, ужин оставленным на столе и никаких следов семьи внутри. Семью в последний раз видели 2 днями ранее в небольшом продуктовом магазине на трассе 9, в нескольких милях от дома. Поиски в окрестных лесах длились несколько дней, но результатов они не дали. В доме был найден вырезанный на стене странный символ, но следователи отказались комментировать его значение. Полиция заявила, что расследование продолжается. И подписано красным: это снова происходит. В смысле, исчезает семья с одинаковым составом? Ой, какие сатанинские знаки какие-то. Здесь-то вот этот знак справа я еще не знаю, что такое, а вот это явно нехорошо. Лоуден 63-го года. А вот эти какого года непонятно, да? Просто нам сказали, типа, 10 лет назад, а какой год? Возможно, кто-то из вас сейчас перемотает на начало игры, и там был сказан какой-то год. А вроде бы тоже 63-й. Ну хорошо, возможно такое, что параллельно, одновременно, например, исчезли 2 семьи с одинаковым составом, примерно одинакового возраста. Это уже какой-то замес странный. Может, нас вырубил этот черт? Ну, паранормальный который. Что за черт тут возьми? Что тут вообще такое произошло? Что это было? Что такое? Зачем я смотрю в ящике? Стоп, а он хочет выйти? Итан, я помню все. Мы помним все. А, меня пускают на второй, все. Стоп, стоп, куда делась тумбочка? Наверное, ее этот чебурек сломал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Оп. Может, еще какой-нибудь ключ дадут, или я не знаю, что. А, сейчас он скажет, иди возьми монтировку эту с подвала. Или не скажет. Фото. Фото с символом. Бабка и такой же символ, как на газете. А? Вот это ну реально паранормальщина. Ну не по себе, скажи, что не по себе прям вообще. Даже пролак маленький был. Здрасте. Знаешь, я ищу Итана. Ничего не знаешь? Ну ладно. Обшарим, 5 таблетки. О, сатанинская ритуальная книга. Старый фолиант, использовавшийся в запретных обрядах. Закрыть.
Запретные обряды. Мама в оранжерее думала то, что там сможет что-то вырасти для того, чтобы помочь сыну. Ага. Пытаюсь все это сложить в одну картинку. Он поворачивается, когда не смотрю? Ну да. Ничего нет. А, нет, есть. Стоп! А, ну все, у нас глючит уже, понятно. И кровь на кровати исчезла. Шкаф еще не открыли. Фото с символом. Кто? Вот смотри, кто вот такую фотку будет вешать? Или потом скажет, что мне показалось. Здрасте. Какие-то шуршания постоянно на фоне. Это похоже на батин кабинет. Да, заходи. Батин кабинет. Здесь ничего не берет. Здесь рукописная записка. В последнее время работа идет плохо. Вообще ничего не получается. Каждый план, каждое дело распадается на части. А Эбигейл, она изменилась. По ночам я слышу, как она ходит по дому и шепчет что-то себе под нос. Часами сидит в теплице и непонятно чем занимается. Когда я спрашиваю, она просто смотрит на меня пустым взглядом, словно насквозь. Итан внезапно заболел. Бледный, слабый, будто что-то выкачивает из него силы. Этот дом больше не кажется правильным. Иногда мне кажется, что это сам дом наблюдает и ждет, когда мы развалимся. То есть у нас в сознании в нормальном остался только отец, получается. Жесть. Записка. Фрэнк, тебе не следовало сюда приходить. Беги, пока оно тебя не нашло. И наш главный герой спросил, откуда он знает мое имя. Честно, я напугалась. Представляешь, ты поворачиваешься, а там вот такое. Фу. Да что, серьезно, что ли? Как можно такой скример просто на крысу сделать? Я ж узнаю, кто тот разработчик. Что он себе позволяет? А почему он не предлагает мне доски-то снести? Или в этой комнате ничего такого нет? Как бы обычно, если у тебя какая-то комната забаррикадирована, тебе говорят, найди ломик и давай шуруй и выламывай доски. Здесь нам вообще ничего не говорят. Какой-то звук. Отсюда или с первого этажа? Ой. У нашего героя проблемы с лестницами. Да-да, кто сказал? Take me away. Take me away, то есть забери меня отсюда. Фотать почему-то он не хочет. What is this? Что? Кто это сделал? Ну, кто-то не хочет тебя выпускать из дома однозначно. Дай нам знак. Ага, фигушки. Типа в подвал еще раз спуститься? А мы не подбирали никакого ключа. Исследуй верхний этаж дома. Может быть, я опережу логику этой игры и возьму ломик? Нет.
То есть мы знаем, где предмет есть, и мы знаем, что он может конкретно открыть, но сделать этого пока что мы не можем. И вот эта дверь закрыта. Что-то мы не сделали наверху. Короче, какая-то мутная история. Я так и не поняла, почему у нас 2 семьи пропали. И написано было, это происходит снова. Типа одновременно, что ли, или нет? Исследую верхний этаж. Слушай, а может у того, кто висит, что-то взять надо? Или как-то взаимодействовать надо? Или снять его надо? Ну, кстати, вот эта вот тема меня напугала, конечно. Беги, пока на тебя не нашло. Взять, что-то открыть. А, может что-то открыть? Нет. Нет, вроде ничего такого. А, вот эти мы не открывали ящики, но здесь просто коллекционный предмет. Коллекционных мне не надо. Исследуй верхний этаж. Это какая-то типа часовни какой-то прямо от дома. Комната молельная, типа. Здесь странные звуки. А, может еще какой-то предмет есть. Нет, только полотенца. Туалет не смывается, не открывается. Ванну смыть. О, вот почему исследуйте верхний этаж. А и зачем, и почему? И ничего не сказал. Where did it go? Где, куда оно делось? Жесть какая-то. А, кресты переворачиваются. Думаю, что за звук? Внизу что-то происходит. Иди проверь. Я после такого скримера, я уже не это. Они реально какие-то неожиданные, я не понимаю. Наверх. Новый цикл начинается. Фу. Осмотри молитвенную комнату на 1-м этаже. А, чуваки, на 1-м этаже нет молитвенной комнаты. Она на 2-м. Вы чё? Или они мне сейчас скажут, возьми ломик? По-любому... Вот смотри, сейчас они скажут. Найдите, чем снять доски. Стоп. Что это за свет? Чтобы открыть это, мне нужен ломик. Короче, логика игры. Вот делай вот так и никак иначе. Ну хорошо. Мы эту задачку сейчас решим буквально за 3 секунды. Если бы у героя не было проблем с лестницами, то мы решили бы это за 1 секунду. Не, я пока ничего не поняла. Что за новый цикл? Что за сатанинские дела? Да что ж такое? Как ты умудряешься меня пугать, сука, раз игра? Вот я понимаешь, я вот сижу, я уже вроде ожидаю, и все равно каждый раз пугаюсь. Что это такое? Страх везде написано было. Страх реально везде. Take me away, take me away, короче, забери меня отсюда. Хоррор. Да, это реально хоррор. Конец здесь. Ну, хоррор вообще переводится само слово как ужас. Ужас, действительно.
Я, пожалуй, побегу быстрее. Там вон свет какой-то мигает. Я не могу назад сдать, я назад не сдаю! А, меня закрыли. Прикалывает, что в маленьком инди-хорроре у главного героя есть озвучка реально. Это круто. Вообще, пока что хоррор очень такие хорошие впечатления оставляет. И еще он меня напугал несколько раз, это вообще удивительно. Потому что иногда создатели хорроров как будто бы не знают, как надо пугать. Да? А, норм. Ну чё обманываешь ты меня? Тут закрыто. Меня просто обмануть хотели. Чё-то... А, шкатулка. Вот смотри, я сейчас напугалась просто звука. Вот того, что когда вот это вот, вот этот клоун оттуда выскочил, и такой... Вот такой вот звук. И я такая сижу... Просто страшно. Страшно от звука, понимаешь? Не надо за мной ходить. Я уже, конечно... Вот сколько пердечных приступов будет? Доколе разработчик... Я разработчику отзыв напишу, отвечаю тебе. Отвечаю, почему хоррор меня так пугает? И чё? Вы меня пугали ради пустого шкафа? Или сюда надо сесть? Не поняла. А если я закроюсь? Нарния, забери меня. Нет? Хотела закрыться в шкафу. Нет, это не может быть реальностью. Я схожу с ума? Типа то, что ты вышел из шкафа и оказался на втором этаже? А что такого? А, он книга сатанинская летает, смотри. Так, я вижу кость и посреди пентаграммы какую-то шкатулку. Или какого-то там прикольного предмета. Что это такое? Вот, ну, шкатулка какая-то. Жесть. У Итана здесь ужасный беспорядок. Я уберусь, пока Генри заберет Итана из школы. Это флешбэк? Новая цель открыть. Убери игрушки. Положи игрушки в коробку. Ну, это просто. Это очень просто. Только... А если присесть, будет еще проще. А, нет, тогда не очень просто. Их нужно приподнимать. Это мама его, что ли, Эбигейл? А, суп! Я лучше проверю, чтобы он не пригорел. Ух ты, какой чистый домик. Бильярд, офигеть. Вот это вообще... Мы реально как будто в другую игру попали. Суп, чтоб не пригорел. Что там у тебя? А, болгарские перцы.
А, нужно добавить морковь. В теплице должна быть свежая. Понятно дело, если ты ее выращиваешь. Идите в теплицу и принесите морковку для супа. О, разработчик нам хочет невиданную красоту показать. Прикольно. Почему мне вот эти все амбары напоминают Far Cry? Не знаю почему. Вот у меня первая ассоциация такая вот. Морковы. Морковы? Ну вот морковы. А что там, всю грядку решила выдрать? А, что такое? Рукописная записка. Ты была избрана. Почва помнит каждое имя, что касается ее. Теперь она тянется через твою кровь, твой дом, твоего ребенка, твое будущее. Храни эти вещи рядом и в тишине. Молись над ними каждую ночь, чтобы успокоить голоса. И когда они позовут, не отвечай, иначе они заберут все. Поднеси дары огню, и проклятие может найти другую душу. Что? Эти вещи прокляты? Я должна немедленно избавиться от них. Я сожгу их. Новая цель. Ты нашел проклятые предметы, приносящие несчастье. Собери демонические объекты, найди костер и сожги их, чтобы предотвратить проклятие. Ну, оно само-то не могло здесь появиться. Это по-любому кто-то подложил. Только кто? Собери костер, сожги. Как бы понять? Может быть, у тебя есть какая-нибудь бочка для сжигания? Я не знаю даже, где они тут жгут что-то. Так, короче говоря, оббежала я ферму. Хотела найти что-то типа вот такой вот бочки, чтобы она была открыта и в ней можно было сжечь. Но недалеко от входа у нас оказалось тут, смотри, топор, колонка и костер. Все, она туда ложит эти предметы. И чё, куда мы поворачиваемся? А, дерево. Думаю, что, она на вход, что ли, смотрит? Что происходит? Нет, нет, остановите это! Новая цель. След уликов. Следуй за уликами, чтобы раскрыть причину. След уликов. Идем по следу уликов. Какой-то след уликов жесткий. Ага, и зачем мне это делать? Маманя, думайся. Символ на газете был нарисован. И, по-моему, еще где-то на какой-то фотографии в доме.
Записка. Те, кто увидел, никогда не уходят. Уже не собой. То есть они не уходят такими, какими они были до этого. Так, а если я уйду? А фиг там. Крест перевернут. Ну, все ясно. У нас пошла ведьма из Блэр. No fate. Fate — это судьба. Life is strange. Жизнь странная. Согласна. Жизнь очень странная. А, у нас же не было тут двери. Чё? Вы чё, дом перестроили, пока я не видела? Ритуальная книга. Заберите меня. Заберите меня. Take me away. Это подписано сверху. Я начала слышать шепоты. Сначала я думала, что это просто ветер. Но они начали называть мое имя. Я начала видеть то, чего нет. Тени двигались, даже когда все стояло неподвижно. Животные стали вести себя странно, держались подальше. Вороны больше не покидают поле. Они просто смотрят. Они ждут. Потом Итан заболел. Странная болезнь, которую ни один доктор не смог объяснить. Он перестал ходить. Он смотрел на меня так, будто знал, что это моя вина. Может, так и есть. Может, это место делает это. Я уже не знаю. Мои руки двигаются раньше, чем я успеваю подумать. Что-то заставляет меня создавать новые дары. Куклы, символы, звезды из костей и проволоки. Я даже не знаю, зачем я это делаю. Я относила их к огню, надеясь, что голоса замолкнут. Но нет. Шепоты становились только сильнее. Они велели мне держать все на чердаке. Когда я там, все кажется спокойным. Слишком спокойным. Будто они ждут. Иногда я слышу шаги надо мной, но чердак надо мной. Окей. Думаю, они уже внутри. Абигейл сделала что-то со своей семьей? Мне нужно узнать больше. Ну, получается, одна семья проклятая подложила ей вот эти вот вещи, чтобы передать это проклятие или что? Я не понимаю, это так работает или нет. Узнать больше, но чердак надо мной. Как попасть в чердак над тобой? Ну, чердак — это же и есть вот эта вот комната. Ну, в смысле, вот этот этаж. Или нет? Тап, исследуй чердак. Доберись до чердака и исследуй его. Не, смотри, чердак — это то, что наверху. А, кажется, из какой-то комнаты, может быть, есть проход вверх. Какой-то люк. Я-то смотрю в коридоре, а в коридоре ни черта нет. Может, там, я не знаю, шкаф отодвинуть. Ну, чуешь логику? Что-то я вообще тут не пахнет даже проходом на чердак. Из кабинета в чердак. А, вот здесь была дверь. О, вот, так они не перестраивали дом. Это просто у нас загорожено все было. А, круто. Я достаточно быстро сообразила. Сначала осматриваем сзади. Шкатулка с загадкой. А, они хотят, чтобы я собрала символ. Ой, это сейчас вообще 5 секунд. Вот так вот.
Хорошие такие изи загадки. Мне нравятся. Хорошенькие загадки. Ключ. Ключ по классике вещей, не знаем от чего. Что? Смотри, куклу видно только через лестницу. Убирайся отсюда. Уиджа. Кассета. Атмосферка неплохая в хорроре вообще. Что-то красили, что-то делали. Все. Так, подожди-ка, а забираться куда? Я думала, нам через лестницу. Ключ от чего? Ключ от чего? Кассета. Ну, кассета это была аудиокассета, а не видео. Так, ну окей, я не знаю. Может быть, в кабинете бати можно что-то включить? Ну, прослушать запись. Я не знаю, кто-нибудь помнит какой-нибудь предмет такой для прослушивания? Печатная машинка не подходит. Я вроде бы не видела ничего такого. Куда можно кассетку вставить? Кассетка и ключ. А что у нас вообще закрытое есть? Вот я вот сейчас прохожу вот игру, я ничего не помню такого закрытого. Может, здесь, я не знаю. Здесь какая-то кровь козы. Книга. Книгу мы прочитали. А? Откуда звук-то идет? Ну, я, наверное, на первый иду. А если ключ открывает входную дверь? Такое может быть? Нет, такое не может быть. Что-то для прослушивания. Может тут? Потому что я бы, например, сначала прослушала кассету, а потом уже юзала ключ. Как-то это кажется прям логичным. Магнитофон нужен. Компик не пойдет. Помоги мне. Вот это? Это радио просто. Радио не пойдет. Воспроизведи кассету. Ты нашел кассету, воспроизведи ее на магнитофоне, находящемся на чердаке. Ну так сразу бы и сказали. На чердаке воспроизводить, а я там ничего не видела. Чердаке через вот эту комнату. Почему-то у разработчика проблемы с лестницами. Здесь этот персонаж очень сильно замедляется. Как будто он ноги поднять не может. Кассета на чердаке. Ой, магнитофон на чердаке. Ну я вообще его не увидела. Пока пошаримся, что там. Ужин готов. Иду. Не забудь помыть руки. Ну я уже помыл руки, мам. Мам, с кем ты разговариваешь? Эбигейл? Ты знаешь, что должно быть сделано. Эбигейл, что происходит?
Это единственный путь. Why am I in the basement? Почему я в подвале? What have I Что? done? Что я наделала? Two gunshots. 2 выстрела. It's not a disappearance. Это не исчезновение. Кассета показала странные события, которые, похоже, произошли в подвале. Иди в подвал и узнай, что случилось. Я вся в мурашках сижу, не знаю, как ты. Я сижу, просто мурашусь. Не знаю, как смотреть-то, наверное, менее страшно, чем играть. Пианино? Смотри, подвал, иди туда, узнай, что случилось. Так, а как мы узнаем, что случилось? Ага. А, меня зовут, мне открыли комнату. I don't like this house at all. Мне совсем не нравится этот дом. Нам тоже он не нравится, но приходится, понимаешь, приходится. Такая тяжелая работа детектива. Что-то глаз выколи, ничего не вижу. А, вижу труп. У нас труп. Стой, я смотрю сейчас вот здесь. Так, лопата. Вот предмет убийства, лопата. Кто-то стрелял из лопаты. Рукописная записка. Я не хотела этого. Итана нет. Генри тоже. Везде кровь. Пистолет у меня в руке. Я не помню, чтобы нажимала на курок. Клянусь, я не помню. Шепоты все твердили освободить их. Они не замолкали, пока я не сделала это. Говорили, что это единственный путь. Я пыталась сопротивляться, пыталась бороться. Когда все закончилось, голоса умолкли. Впервые стало тихо. Тишина была громче шепотов. Закрываю глаза и вижу их лица. Теперь, когда правда раскрыта, я наконец могу отдохнуть. Я давно хотела все закончить, но дом не позволял. Он держал меня здесь, ожидая, пока кто-то займет мое место. Я наконец иду к ним, к Итану и Генри. Спасибо. Так это она, что ли? Ну, судя по всему, как платье изображено белое. Типа намек на то, что это женское тело, потому что оно странно выглядит, так и не скажешь, что женщина. На стене написано: они наблюдают за мной. So, Голоса в голове. Так, она убила свою семью, а потом и себя. it was insane. Она сошла с ума. Why didn't the police find this? Но почему полиция этого не Have нашла? the evidence now. Теперь у меня есть все доказательства. Мне нужно выбраться отсюда. Кстати, интересный вопрос. Как эта полиция этого не нашла? Типа, неужели полиция не могла попасть в закрытую комнату? Так, я готова к скримеру. Давай, вылазь. Вылазь, вылазь. Не надо хлопать. Я готова к скримеру, и я специально себя настраиваю для того, чтобы не бояться чувачков, которые будут на меня вылазить. А, выйти-то тут нельзя. У меня ж тут баррикады. А тут тоже баррикады, а как выйти? Ты собрал все доказательства исчезновения семьи Велмонтов. Пора покинуть ферму. Кто-то чайник включил.
Радио, возможно, в соседней комнате. Я пытаюсь проанализировать, как мне выйти, если у меня вот здесь тут баррикада, а там у меня цепи на входной двери. Может, мне в окно сигануть? Тут, в принципе, это невысоко. Почему нет? А почему я вообще должна это выключать? Вернись, выключи радио. Зачем? Так, главный герой, мы не будем выключать, мы просто пойдем сигать в окно. Давай в любое. Может, он что-то скажет на входной двери? Так, нет. Или они мне намекают, что мне нужно в этой комнате что-то сделать. Медицинский рецепт. Мы его читали. Шприцы. А, кукла. Я должна была найти куклу, чтобы зазвонил будильник. Интересно. Ты что устроил-то? Ну очень громко. Минус уши уже. Очень громко. Я просто это делаю, потому что я предполагаю, что меня не выпустят из хаты. Что? None of this makes sense. Ничего из этого не имеет смысла, а я убью тебя. Это- Я хотел сказать, это кукла пишет, а это она пишет, получается. Но смотри, по логике игры она должна была передать это проклятие, получается. Или она последняя. Или типа другая семья на Эл какая-то передала проклятие в семье Уэлмонтов. И уже, получается, они это как бы последние носители его. Проклятия этого. Что происходит? Генри. Генри-то я, что ли? Или Генри это батя, по-моему. Итан это сын, все. Имя Итана я точно запомнила, а вот Генри я еще сомневаюсь. Но, скорее всего, это отец. Генри, Итан, а кто третий? Эбигейл. А это сейчас имеется в виду разработчикам, что мы, типа, решили захоронить эту семью? Но как детектив нам... Какой смысл это делать? Мы же детектив. То есть мы должны пойти там, поехать в свой офис, там, передать какие-то данные. Или это глюки? Просто как бы игра, она же напрямую не говорит, она типа подтекст тебе какой-то говорит. А ты уж должен... Фрэнк. Ты уж должен это как-то воспринять. Не поняла? Фрэнк это я. Эбигейл. Так, это трое вот этих. Фрэнк, Томас, Маргарет, Роберт. Будто бы похоже на семью из 3 человек. Джон. И не написано. А, лабиринт, попробуй пройди, называется.
Ой, нет, жесть, я лабиринты вообще не понимаю. Мне кажется, лабиринты проходятся на рандом. Ну, потому что ты реально не видишь различий. Тебе кажется, что все одно и то же. Так, короче, я бродила, все одно и то же. И нашла тут такой вот закуток со столом. И здесь какое-то взаимодействие. Потерянные предметы. Back to the graves. Верни их на могилы. А, я думала, лабиринт это выход, а лабиринт это не выход. То есть мне, получается, нужно сейчас прийти назад туда. Каким образом, непонятно. Тут просто у лабиринта есть такие места, в которых стены делятся не на 2 прохода, а, например, на 5 проходов одновременно. И там, получается, непонятно вообще. А, каким-то чудом я вернулась. Новая цель. Ты уже не понимаешь, что реально. Просто уйди из этого места. И как мне уйти? Пойти туда, к этим? Вот сюда? Тут вроде вообще тупик. Или опять через лабиринт? А, лабиринт исчез, появилась какая-то решетка. Но мы взяли с собой предметы. Супер странная дверь, я не понимаю, где я. Это что? А, это сарай наш. Так, все, можно бежать. У нас там тачка должна где-то стоять. Найти выход, ты уже не понимаешь, что реально. Я отвечаю, ничего не понимаю. Каким-то образом мы оказались в сарае. Все, хочу просто сесть в тачку и уехать. Жигули родные. Но я считаю, что ему не нужно было брать вот эти предметы. Ну, это как-то такое. Сфотать там еще ладно, но брать себе... Вот это сейчас поворот! Брошенный автомобиль Фрэнка Холлиса был обнаружен возле фермы. Несмотря на масштабные поиски, его так и не нашли. Этот район имеет долгую историю необъяснимых исчезновений. Местные жители предупреждают. Держитесь подальше. The Wellman's Case. Разработчики Мартин Зидулиак. Я пытаюсь понять, это что это? Чехия, Польша, что это, что такое? Озвучивание. Ну, реально прикольно то, что они в часовом или околочасовом инди-хорроре сделали озвучку. Это вообще прикольно. На самом деле, хочется сказать то, что хоррор затрагивает одну из самых таинственных тем. Это исчезновение людей без вести. Конечно, история в игре подана с мистикой и паранормальщиной, но все-таки мы не можем вообще ничего исключать. Очень много на планете Земля есть случаев, когда людей больше вообще никогда никто не видел и никто никогда не нашел. Мы можем пытаться объяснить себе это разными путями, придумывать этому разные объяснения, но человек – существо очень любопытное, и мы всегда хотим знать, а
Что все-таки на самом деле случилось? Без вот этих вот домыслов, без вот этих вот размышлений каких-то пустых, не основанных ни на чем. И давай я тебе, например, из Гугла прочитаю. Ежегодно в России, допустим, берем Россию, ежегодно в России поступают заявления о пропаже порядка 180 тысяч человек. Большинство из них, около 160 тысяч, удается найти в течение короткого времени. Очевидно, почему? Потому что это старики, это те, кто пошел в лес, это какие-то там люди с деменцией, опять же, старики, понятно. Однако, около 20 тысяч человек остается в розыске или не находятся вовсе. Представляешь? То есть, например, у нас вот этого детектива в истории через 10 лет после исчезновения семьи позвали. Кстати, ну непонятно, почему они в доме не открыли все двери. Ну ладно, допустим, мы опускаем эту часть. И вот этот вот брат этого Генри не мог смириться с тем, что семья просто пропала без вести и все. То есть в истории, которая подана в игре, здесь как бы хоть какая-то развязка есть, но бесследно исчез детектив, и несмотря на масштабные поиски, его не нашли. То есть я так понимаю, что ему типа передалось это проклятие. Вот. Но вернемся в реальную жизнь. Около 20 тысяч человек остаются в розыске или не находятся вовсе. Чаще всего пропадают мужчины среднего возраста и люди, теряющиеся в лесу. Ну, леса — это такая специфическая тема для России, потому что у нас действительно много людей любит шариться в лес, и там пропадают, и потом далеко не все находятся. По разным причинам. Если вы когда-нибудь смотрели какие-нибудь там true crime каналы, короче, каналы, на которых рассказывают всякие истории там про... Не только про убийства, там, про каких-то там серийников или психов, а где рассказывается еще про исчезновение без вести, там есть такие интересные как бы вещи, то что человек просто буквально взял и в воздухе растворился. Естественно, ты можешь объяснить себе это криминалом, какой-то личной местью там и так далее и тому подобное. Эти истории, они всегда будоражат воображение, ты постоянно думаешь, блин, что же там такое-то на самом деле произошло, потому что вот это вот тайна для людей, мне кажется, это самая такая интересная тема, что же на самом деле здесь было. В общем, неплохая игра, я поставлю ей 4,5 из 5 точно. Очень много хорошего я в ней увидела и в реализации, и в необычном месте, в котором она проходит. И озвучка главного героя есть, и атмосфера поддерживается. И меня игра напугала неоднократно, что для меня самой удивительно. В общем, это хороший представитель инди-хоррора. Я не пожалела, что прошла, и надеюсь, он вам тоже понравился. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк под этим видео, если оно вам понравилось. И не подписывайтесь на канал для того, чтобы пропустить все самое интересное. Всем желаю хорошего настроения и всем пока-пока.